Добрый день, друзья! Я действительно сегодня хочу показать вам бабочек. Вот он. Нельзя, 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 Сём. Сёма, иди ко мне. Потом я тебя пущу. Что за самоуправство? Выходи. Кто разрешал? Ну, красивый, понятно. Это ж не повод. Очень красивый, да. Хочу предупредить, тут Сёма на низком старте хочет в красивые бабочки. Очень хочет. Так что ничему не удивляйтесь. Добрый день, друзья! Я действительно сегодня хочу показать вам бабочек. Вот он. Нельзя, 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 Сём. Сёма, иди ко мне. Потом я тебя пущу. Я так долго тянула с этим показом для того, чтобы одновременно распустилась, ну, хотя бы штук 5-6 бабочек. К сожалению, не все они цветут в одно и то же время. И одна из самых красивых бабочек, ну, я вам ее показать успела, вот здесь находилась на полке. Она, к сожалению, отцвела. Это бабочка леопард. И обязательно появится ее цветение. Она цвела первый раз, цветочка было всего 3, и цвела она недолго, всего 2,5 месяца. Так вот, собрать все цветущие бабочки никак не удается. Но сейчас покажу. Если знаю название, назову. И чем отличается бабочка от простого фаленопсиса? Не все могут различить в обыкновенном фаленопсисе, вот, бабочка это или нет. Так вот, у бабочки вот на этих лепестках есть или ярко выраженные защипы, или вот какой-то темной бабочки защипы есть, но они не такие глубокие, как у этой бабочки. А еще одна бабочка, пескара. Сейчас мы попробуем ее вам показать. Это тоже бабочка. Бабочка довольно-таки крупная, но защипы выражены слабо. Так вот, мои бабочки, которые стоят на столе. Вот эту бабочку я купила в прошлом году, 8 марта. Пересадить не успела. И вот год она не пересажена. Пробудила почку. Здесь было цветов больше. Она уже дорастила цветонос. Но мне хотелось показать, что у нее есть новый цветонос и старый. Но очень часто орхидеи, когда доращивают бутоны и распускают первый вот этот дорощенный бутон, старые цветы сбрасывают. Но здесь так и получилось. 4 цветка она сбросила, но в этот момент начал распускаться домашний цветонос. Я не знаю, к сожалению, название этой бабочки. А эта бабочка приобретена перед Новым годом. Она тоже дорастила цветонос, распустила вот эти 2 цветка, а сбросила всего 2 старых цветка. Вот этот тоже немного увядает уже. И пока держит все цветочки. Есть бабочки, которые цветут очень долго, как стандартный фаленопсис от 4 до 6 месяцев. А есть бабочки, которые цветут всего
месяц от силы 2. У меня есть такая бабочка Pink Dream, но она пока выпустила цветонос и еще не цветет. Опять же, есть крупные, есть мелкие. Бабочку Smart, вот эту крохотную бабочку, я вам уже показывала. Она еще собирается дорастить цветонос и распустить несколько цветочков. Конечно, очень красивая орхидея в коллекции – это калейдоскоп. И вот эту орхидею мы с вами и пересадили, и видели первое цветение. Этот цветонос – это второй цветонос, выпущенный у меня дома. И на этом цветоносе цветение основное было. Потом она пробудила почку. Вот такое количество цветов получилось. А следующий цветонос всего 2 цветка. Ну, один еще бутон, один распустила. Но посмотрите, какие интересные мутации на цветах на старом цветоносе. Здесь я хочу быть бабочкой, здесь не хочу быть бабочкой. То срослись лепестки, то цвет не такой. В общем-то, у бабочек не всегда все стабильно. Но, по крайней мере, это 3-е цветение, и цветет она, как заявлено производителем. Это для меня труднопроизносимое название бабочки, поэтому будет ее название написано на экране. Это ее 2-е домашнее цветение. И в прошлый раз она широко открывала лепестки, а в этот раз немного их закрыла. Да, это бабочка. И историю этой бабочки вы знаете. Я ее купила 3 года назад в камелии, но я пришла за каменной розой. И был выбор этого цветка. Но мне понравилась та орхидея, у которой были полностью закрыты бутоны. Ни одного распустившегося цветка не было. Ну, так как мне сказали, что это тоже каменная роза, я решила, что я возьму полностью с закрытыми бутонами. И когда распустился первый цветок, я была просто в шоке. Это такая красивая бабочка. Я ее так и называю. Бабочка каменная роза. Но наверняка у нее есть какое-то свое другое название. И цвела она у меня 2 раза. И вдруг мгновенно все листья пожелтели, у нее остался всего 1 лист, но это прямо горе было какое-то. Такая красивая бабочка и так мгновенно погибла. Но, на удивление, орхидея оказалась очень живучей. Она просто сразу выпустила детку. И в прошлом году эта детка цвела. Посмотрите, какая за 2 года выросла огромная детка. И сейчас я вам покажу. Мы даже лист убирали у этой детки. Я даже лист убирала у этой орхидеи и показывала вам. Вот материнское растение, вернее, вот пенек от материнского растения. Я ее еще не пересаживала, не отделяла эту детку от мамы. И цветет она теперь каждый год. Кстати, тоже очень любит доращивать бутоны. И самая, наверное, желанная бабочка – это черный ангел. Как же мне хотелось показать цветение. Я ее купила в январе,
на православной выставке в Ростове-на-Дону, ну, то есть дома, к нам приезжала Александра Красина из Геленджика. И эта орхидея была с цветоносом. Я ей дала возможность нарастить бутоны, но, как вы видите, 3 бутона засыхают. Видно, что орхидея очень молодая. Может быть, у нее не хватило сил. Может быть, сам производитель стимулировал ее к цветению. Вот почему я всегда говорю, что первое цветение я бы убрала цветонос. Ну вот, это эксперимент. Цветонос оставила, бутончики появились, но не распускается. И вы знаете, кто-то мне написал, что можно разобрать лепестки, но уж очень они маленькие для того, чтобы я вмешивалась и разбирала. Но смотрите, как интересно, на незасохших бутончиках есть белые полоски, черный ангел, она с такой белой каймой. И из каждого бутончика, сейчас сзади покажем, вот видно, что также ей хочется цвести. Вот она уже даже показала свои краешки лепестков, но пока не получается. Если распустится хоть один цветок, я вам покажу. Но даже если не распустятся эти цветы, значит, так тому и быть. Орхидея будет дальше расти. У нее нет ни одного корня. Но это тоже правильно, потому что она занимается сейчас бутонами и цветами. Нет ни одного растущего корня. И если цветение так и не получится, я ей дам возможность вырасти, окрепнуть, и мы обязательно с вами увидим цветение и этой великолепной бабочки. Вот такие у меня есть красивые орхидеи. Конечно, бабочки мне очень нравятся, но, к сожалению, они очень дорогие. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.